Привет, друзья! Вы на канале Яхты на колесах, а мы в Москве на проспекте Мира 150. И сегодня у нас обзор на Sunliving S70DF. Но самое главное, что он в линейке 2021 года. Все обновления, о которых мы ранее говорили, уже здесь и сейчас. Объем двигателя 2,3 литра, 160 лошадиных сил, шасси Fiat Ducato. Также немаловажно, у нас почти все время сейчас приезжают такие автомобили. Коробка автомат 9-ступенчатый, полноценный автомат, не робот. Багажник у нас, конечно, не сквозной, и вот причем такая горизонтальная дверь, это обусловлено как раз тем, что у нас French bed, угловая кровать, но зато вот багажник расположен достаточно хорошо распластан и расположен под всей кроватью. Пишите, кстати, в комментариях, нравится ли вам вот эта концепция French bed, угловой кровати или нет. Ну, то есть мне больше нравится полноценный, когда багажник сзади, и он сквозной и так далее, но вот большой популярностью пользуется именно такой формат. Давайте подискутируем о том, почему это хорошо или плохо. Конкретно у этого автомобиля опционально установлен фаркоп, прицепное устройство. То есть, если вы купите именно эту машину, вот он уже идет в комплекте. В задней части по левому борту у нас кассета Tedford, вот такая вытянутая, в целом достаточно стандартная история. И далее у нас газовые баллоны установлены. Все стандартно, 11 килограмм, 2 баллона. Это полуинтеграл, автомобиль рассчитан на 6 путешественников, то есть у нас 2 человека спит здесь, опускается стол, столовая группа, 2 человека спит в задней части на кровати угловая French bed и опускаемая кровать сверху. Давайте сразу по ремням. Ремни, соответственно, 1, 2, 3, 4 в столовой группе и 2 пассажира спереди в кабине. В целом, обзоры на эту планировку мы делали уже не раз. Вы можете нажать на подсказку и посмотреть прошлые ролики. Но мы в первый раз смотрим это со всеми обновлениями 2021 года. А они на самом деле приятные. Один из важных моментов — это вот эта подушка. Раньше было иногда спина уставала, потому что подушка достаточно ровная, но ровная для того, чтобы ехать, и плохо поддерживает спину, но при этом достаточно кривая для того, чтобы на ней спать была. Но сейчас это вот таким образом решено, то есть поясничная поддержка у нас получается за счет вот этой вот части, которая при этом в лежачем положении перекидывается так и создает полностью ровную поверхность. То есть вот она. Мы когда едем, она держит поясницу, когда спим, получается идеально ровная поверхность. Также хочу ваше внимание обратить на то, что есть кожаные вставки в конкретно этой машине. У нас в самых стираемых местах вот именно эти кожаные элементы сделаны. Напоминаю, это Sunliving, самый эконом, и при этом здесь вот сделаны такие моменты. То же самое у нас с водительскими креслами. Также много обновлений по дизайну, например, вот эти белые с черным фасады, на мой взгляд, выглядят весьма стильно. Ручки тоже обновились, то есть там теперь не надо ничего дополнительно нажимать, засовывать руку в какое-то углубление и там искать какой-то фиксатор. Ручка сама и есть фиксатор, мы просто ее оттягиваем, и при этом, если у нас что-то на ходу, ничего не откроется, если мы не потянем ручку. При этом дверка с доводчиком, все плавно доводится. Подсветка сделана таким образом, что светит и в потолок, создавая такое ночное освещение, и внутрь шкафчика, то есть у нас там светло. Также на кухонном столе у нас есть подсветка, которую можно отдельно отключить, и она также сделана мягкой светодиодной лентой. Кровать. Опускаемая кровать у нас здесь, естественно, ручная, потому что это на самом деле даже удобнее. Я правда люблю, потому что не садится аккумулятор, там ничего, если что-то, вернее, садится, у нас всегда можно опустить кровать, мы не привязаны и не надо ждать. Вот так одной рукой взяли, опустили, кровать готова. Также на кровати наверху есть подсветка. Это у нас, напоминаю, 2 спальных места. Кухня, дометик, тут у нас ничего особо не поменялось, 3 огня, электроподжиг. Единый модуль с раковиной, достаточно удобно это все мыть. Ящики, 4 ящика, все ящики также с доводчиками. И где-то у нас в ящике, не нахожу в данном случае, но есть, наверное, в багажнике где-то осталась дощечка, которую мы сюда вставляем и можем увеличить рабочее пространство. Это все по классике. С противоположной стороны у нас холодильник Tedford,
работает от газа 220-12 вольт. Морозилка внутри, по объему все весьма стандартно. Над холодильником есть небольшая ниша, а в ней розетка 12 вольт и антенна. То есть сюда можно поставить кронштейн для телевизора, и он будет у нас выезжать и разворачиваться в основную спальню и в столовую группу, когда вам как нужно. Кстати, обращаю внимание, стоит Truma Aventa, кондиционер, климат-контроль, уже установлен опционально специально для вас, для российских покупателей от компании «Яхты на колеса». Уже практически в спальне огромный гардероб, он слегка такой скошенный, угловой, это всегда у нас в такой планировке именно так решено. Здесь палка и, соответственно, можете вниз поставить какие-то лоточки, ящики, в общем, все, что вам нужно хранить, в основном хранится здесь. Ну, плюс, конечно, есть багажник, но к нему придем позже. Ниже есть просто небольшие полочки. Здесь часто удобно разместить какие-то баночки с химией для биотуалета, хотя, конечно, они помещаются и в туалете, ну и просто какие-то мелочи. Основная спальня. Кровать у нас угловая, потому что планировка DF, как вы знаете. И отделяется от всего жилого пространства она вот такой шторкой. Мягкой, гибкой, небольшой, но визуально как бы разграничивает все-таки пространство. Подсветка сделана светодиодная. Здесь у нас есть выключатель, ну и все те же шкафчики продолжаются. USB розетки в спальне так и не добавили, ну то есть чтобы они были отдельно, чего всегда не хватало в Sunliving. Но напоминаю опять же про обновление 2021 года. Треки. На треках появились разные модули. То есть это может быть светильнички, как вы видите за моей спиной, или, например, USB. Таким образом, USB у нас все-таки в спальне есть, и зарядить телефон теперь не составит труда. Конечно, это всегда была какая-то привилегия, там, коралла и чего-то выше, но вот у нас теперь в Sunliving это тоже не проблема. Именно благодаря трекам. Благодаря такой планировке туалет и душ здесь действительно королевские, то есть они занимают весь угол, и еще из-за этой вот гибкой двери у нас здесь действительно много места. Давайте сначала поговорим о душевой и как бы раковине. Здесь у нас в углу раз полочка, два полочка и внизу еще две полочки. И они выглядят компактными, но на самом деле, поверьте моему опыту, здесь можно разместить около 15 банок, например, с туалетной химией для биотуалета. Это достаточно много. И, естественно, вам не нужно будет столько банок с собой, но всякие мелочи для туалета, шампуни, бутылочки, скляночки здесь отлично поместятся. Ну и как я уже сказал, я сейчас нахожусь прямо в душевой, то есть мы закрываем эту дверь, чтобы не забрызгать кровать. И кран и является у нас, собственно говоря, душем. Нажимаем сверху и можем мыться. Когда мы закрываем дверь, у нас, естественно, здесь еще открывается сам туалет, туалет Тедфорд. За спинкой туалета есть еще два небольших шкафчика и есть шторка. Очень важно, когда вы моетесь в этом пространстве, оно не будет отгорожено от туалета, чтобы не мочить фасад, задвигать вот эту белую шторку. Отопление воздушное, Truma. У нас есть, кстати, тест-драйв Sunliving, похожего, но, по крайней мере, печка там такая. Мы тестировали его в зимних условиях. Она показала достаточно высокую эффективность, так что нажимайте на подсказку, чтобы посмотреть этот тест-драйв. Система iNet Ready установлена вот конкретно уже в этой комплектации, то есть можете с телефона включить печку, дистанционно запустить, отключить или настроить температуру. Sunliving S70DF мы сегодня с вами посмотрели. Да, мы знаем, что это такая полюбившаяся классика, достаточно экономичный автомобиль, при этом надежный, безотказный, но, естественно, всегда в нем была какая-то простота. И лично, на мой взгляд, именно вот в этой линейке 2021 года он становится максимально классным, стильным и технологичным, и все более удобным в своих мелочах, такие как дополнительные USB-розетки и так далее. Пишите ваше мнение в комментариях, а также не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски, потому что мы часто делаем какую-то серию роликов, где один ролик привязан к другому. До новых встреч, пока!